Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я козерогов, потому что этот прогноз на август будет именно для них. Итак, уважаемые козероги и всем, кому они не безразличны, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы с вами посмотрим, что же готовит вам грядущий месяц август. Мы рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна позиция, выбирать ничего не нужно, один общий вариант для всех. И начиная с общей атмосферы грядущего месяца, давайте посмотрим, каким же будет август для козерогов. Общая атмосфера солнечная, прекрасная. Большинство, наверное, поедут в отпуск в компании друзей. Но нужно будет делать выбор. Выбор весьма положительный, но здесь, скорее всего, знаете, выбор в том, куда ехать и с кем ехать, потому что в целом вам открываются какие-то, знаете, вот новые возможности, такие вот красивые, светлые двери в новый какой-то период, в новый этап вашей жизни, в новый виток вашей жизни. И идти здесь вы будете с теми людьми, которые вам близки по духу, которые вам дороги, добры по отношению к вам. Но, собственно, нужно будет сделать какой-то выбор, да, отдать кому-то предпочтение. В любом случае вы не проигрываете. В любом случае, какой бы выбор вы ни сделали, он будет правильным, потому что здесь карта Сад говорит о том, что благополучие вас ждет. И не только в августе, а и в более отдаленный период, да, то есть сентябрь, он тоже будет для вас очень благоприятным. Это так немножко на будущее. Что с работой, давайте посмотрим. В работе у козерогов. Десятка кубков. Ну, здесь, знаете, либо действительно состояние отпуска, либо какие-то корпоративы, атмосфера в работе, которая вот то ли на работу хожу, то ли отдыхать хожу, да, то есть не бей лежачего, все спокойно, все гармонично. Какие-то проекты либо долгосрочные, либо вот здесь какая-то, знаете, такая приятная рутинность, когда никто не напрягается, рядом близкие люди. Шестерка кубков и умеренность – это карты долгосрочные. Они указывают на то, что могут напомнить о себе какие-то там клиенты, партнеры, моменты из прошлого, и они благополучно вернутся из прошлого в ваше настоящее, либо же, если они никуда не уходили, то они из прошлого будут сопровождать вас в настоящем и, собственно, пойдут с вами в будущее и будут длиться весьма долго. Поэтому в работе здесь все прекрасно, замечательно. Нет напрягов, нет конфликтов. Есть момент, когда о вас готовы заботиться. Единственное, что умеренность – это символ медлительности. Я не вижу здесь какого-то такого стремительного развития. Здесь, скорее всего, те планы, которые вы себе намечали, но здесь больше все-таки про некую такую рутинность. А те планы, которые вы все-таки наметили себе, они могут немножко откладываться, либо затягиваться. Тем не менее, вас это не напрягает. Здесь все хорошо, все очень гармонично. Что с финансами? Давайте посмотрим. У козерогов в августе. Все хорошо. Карта солнышко – это денежная прям карта. Эта карта говорит о том, что здесь и прибыль. Возможно, конечно, траты на отпуск, да, на отдых, те, кто собирается в отпуск. Еще возможны траты на детей, но траты очень такие приятные. Траты очень такие вот, знаете, вот... Ну, приятные, одним словом, да, значимые, важные. Плюс здесь могут намечаться какие-то новые источники доходов, которые будут весьма многообещающими. Новая какая-то инвестиция, новый какой-то проект, новое партнерство. В целом, тратите деньги на то, что вам нравится. Расходов, убытков я не вижу. Доход стабильный, доход постоянный, доход хороший, в хорошем таком объеме, в хорошем размере. Все стабильно у вас, все чудесно, замечательно и с тенденцией даже к увеличению, к росту финансовому, к росту финансовой прибыли. Что в личной жизни? Давайте посмотрим. У козерогов в августе. В личной жизни. Так, смотрите. Королева мечей. Ну, здесь у каждого своя ситуация. Ой,
Посмотрите, как интересно. Королева мечей, верховная жрица, император. Судя по всему, мужчина, и рядом с ним две женщины. Причем, вы знаете, карта собака и развилка, они очень часто в раскладах на отношения отыгрываются как необходимость сделать выбор, да, и собака вот именно в раскладах на отношения символизирует друга противоположного пола, подругу в данном случае, так называемую потенциальную соперницу, которая под соусом дружбы старается втереться в доверие. Вы знаете, вот здесь можно долго говорить о том, кто в каком статусе. Император — это, как правило, муж, либо же женатый человек. Ну и, собственно, две женские фигуры здесь, знаете, говорят о том, опять же, можно много говорить, кто кем кому приходится, да, кто в браке, не в браке, но у козерогов здесь четко позиция возникновения треугольника, либо же обострение треугольника, либо предпосылок к образованию треугольника, потому что один мужчина и рядом с ним две женщины. Одна более такая явная, либо женщина из прошлого, либо та, которая имеет власть над ним, другая тайная. И, ну, кто-то из вас кто, да, кто-то официальная, кто-то тайная, здесь уже у каждого своя ситуация, но все подходит к тому, что в дальнейшем август будет подготавливать почву к тому, чтобы в личной жизни произошла некая трансформация. Либо чтобы в личной жизни, в отношениях здесь была поставлена точка с тем человеком, который есть в вашей жизни. Кстати, для кого-то это может быть, для тех, кто не в отношениях, здесь может быть вот именно новое знакомство. Но, опять же, важно учитывать, что с этим новым знакомым у вас есть уже потенциальная соперница. И здесь нужно будет в дальнейшем думать, как быть, да, то есть либо прекращать все эти знакомства, общения, либо как-то их трансформировать. Но, судя по всему, прекращаться они не будут, а претерпят определенную трансформацию. Здесь будет дальше развитие. Но развитие, опять же, с некими такими ограничениями, когда нужно будет искать компромиссы и делать шаги навстречу. Поэтому здесь настоящая Санта-Барбара. Мужчина и две женщины. Причем, еще раз повторюсь, у кого-то это будут явные такие треугольники, а у кого-то это будет ситуация, в которой вот эта вот собака, да, вот эта вот подруга, которая позиционирует себя как доброжелатель, она может желать большего, под соусом дружбы стремиться к чему-то такому, знаете, большему. Но, опять же, нужно отметить, что карта Сад сулит вам благоприятное развитие. Пусть в августе эта собака активизируется, еще какие-то моменты будут, но в любом случае здесь вот такая трансформация происходит, да, такие перемены, когда ситуация получает свое развитие в более благоприятную для вас сторону, в более благоприятном для вас ключе. Давайте посмотрим, к чему стремится козерогам. К чему стремится? А здесь к мужчине, рядом с мужчиной быть. И вы знаете, вот здесь действительно у многих такая ситуация. Посмотрите, какое сочетание. Король жезлов, пятерка пентаклей и девятка пентаклей. Здесь позволить мужчине, да, ориентироваться на то, что он есть, чтобы он был, присутствовал в вашей жизни, прогонять его не нужно. Но здесь нужно позволить мужчине действовать. Не самой брать инициативу в свои руки, а предоставить право действия ему. Сами вы на какой-то период времени примите позицию отстранения, да, то есть я отойду, моя хата с краю, я за закрытыми дверями. Посмотрите, там какой-то за окошком пир творится, да, а мы-то на улице, вы-то на улице, вы не лезете в это действие, вы позволяете разобраться во всем мужчине, но при этом вы не впадаете в позицию жертвы, вы ведете себя очень самодостаточно. Девятка пентаклей, вы с гордостью отстраняетесь от тех моментов, да, которые здесь будут. Вы не участвуете в этом крутом замесе, вы просто готовы на какой-то момент позволить мужчине самому разрулить вот эту вот ситуацию. А вы, собственно, наблюдаете, ну и, собственно, наслаждаетесь тем, что будет делать мужчина, потому что, судя по всему, делать он будет что-то приятное для вас, то, что вас порадует, вам понравится. Чего остерегаться? Чего? Страхов не бойтесь, ни в коем случае не бойтесь, пугаться здесь не надо. Пугаться здесь не надо.
И да, посмотрите, паж кубков. Это не зрелость, жезловая королева, ну да, здесь женская фигура. И вот этот паж кубков, он символизирует, знаете, инфантильность на почве симпатии к третьим лицам. Ну, здесь, судя по всему, император, вот такой вот важный, значимый мужчина, он будет проявлять симпатию, проявлять интерес не только к вам, а к кому-то еще другому. И вот эта вот жезловая королева, она здесь... наверное, собака является, она здесь больше не друг, она здесь больше такая вот под соусом дружбы, как змею пригрели, да. Это может быть подруга, это может быть некая такая доброжелательница, но от нее все-таки нужно держаться на безопасном расстоянии. С ней лучше держать ухо востро, но ни в коем случае не бояться, не переживать, потому что ваш мужчина, ваш вот этот вот император, король жезлов, он, судя по всему, сделает определенные шаги, которые вас, несомненно, порадуют. Ну и, конечно же, рыцарь Пентаклей на обороте говорит о том, что какие-то новые возможности, да, и карта Сад, рыцарь Пентаклей, это новые возможности, которые будут открываться перед вами и в августе, и в более позднем периоде, в более поздние сроки. Неплохой месяц, хороший месяц. Да, конечно же, здесь будет момент выбора, момент некой такой неопределенности. В большинстве случаев здесь будет вот эта развилка отыгрываться в личной жизни, в личных отношениях. Вот эта вот двойственность, когда и собака здесь подсуетится, когда и верховная жрица здесь как-то выйдет на арену, и жезловая королева, да, ну, собственно, обо всем поговорили, все разобрали. Тем не менее, месяц весьма благоприятный и благополучный, особенно в сфере работы и финансов. Ну и, собственно, все поступки мужчины, даже несмотря на этот вот крутой замес, да, они все равно вас порадуют. Порадуют тем, чем все закончится. Вот такой получился у нас прогноз на август для козерогов. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.